Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о том, как вы можете избавиться от долгов. И долги обязательно уйдут из вашей жизни, в том числе и кредиты, если вы сделаете это. Далее, более подробно мы все в этом поговорим в видео. У многих людей, какие бы попытки для этого они бы не принимали и как бы не старались рассчитаться со своими долгами, с кредитами, и не получается это сделать. Но казалось бы, вот уже все долги розданы, и самое страшное осталось позади. Как снова что-то происходит, и приходится вернуться на то место, с которого все начиналось. А к этому всему со временем еще и добавляется повышение цен, всевозможные непредвиденные ситуации, и приходится брать дополнительный кредит. Поэтому причин для этого может быть много, а на многие из них вы бы никогда и не подумали, что они провоцируют эту ситуацию, которая сейчас у вас возникла. Но чтобы в результате к этому не приводило, нужно поскорее от этого всего избавляться. Иначе ничего нового не будет происходить в вашей жизни, и положительные энергии не будут притягиваться в вашу жизнь. Чтобы быстрее со всем этим справиться и начать новый этап в своей жизни, обязательно обратитесь за помощью к практикам, к ритуалам, обрядам. Они помогут вам наладить ваш энергетический баланс. Нормализовать могут положительные потоки, укрепить ваше биополе, а также убрать все то, что поставило блок для прохождения денежной энергии в вашу жизнь. Благодаря этому вы сможете быстрее раздать свои долги, улучшить финансовое положение, также найти дополнительный заработок и сделать стабильные поступления денег в вашу жизнь. Все это нужно делать как можно быстрее, ведь если этого не делать, негатив, переплетенный с долгами, которые вас окружают, в результате перекроет поступление всех положительных энергий к вам, и вокруг вас получится своеобразный энергетический застой, что принесет вам нехорошие изменения в вашу жизнь, и выбраться из такой ситуации вам будет совсем непросто. Период избавления от долгов может затянуться на некоторое время, поэтому наберитесь терпения, сосредоточьтесь на своих действиях, думайте только о хорошем и отбросьте весь негатив, который на данном этапе находится в вашей голове. Перед тем, как приступить к практикам, вам нужно обдумать все свои действия, пересмотреть подход к жизни, ни с кем не спорьте в этот период. Если внутри присутствует зависть или злость, постарайтесь избавиться от этого чувства. Никогда и никого не вините в своих проблемах, потому что это будет только усугублять вашу ситуацию, так как это будет нарушать и ваше энергетическое поле и мешать вам в ваших действиях. Только после всего этого вы сможете приступить к практикам, но делайте все не спеша и, пожалуйста, осознанно. Итак, что мы делаем? Возьмите, проснитесь утром и сразу обязательно пойдите принимать душ. И в этот момент вам нужно представлять себя, как вы смываете с себя все долги. Как у вас расправляются плечи. Больше ничего вас не тревожит, и как вместо этого всего положительные энергии вас окутывает. При этом, когда вы будете принимать душ, обязательно говорите следующие магические слова. Как вода чиста, так и моя энергетика очищается. Вода меня омывает и долги все мои смывает. Затем, выйдя из душа, зажгите денежную свечу, установите ее на пол и обойдите вокруг нее 8 кругов. При этом проговаривайте следующие слова. Посыл запускаю, денежная энергия себя окружаю. С этого момента ее в свою жизнь получаю. Проделав это, возьмите свечу и подержите ее на уровне груди. При этом смотрите внимательно на ее пламя и проговаривайте следующие магические слова. Все долги очень быстро отдать смогу, следа от них не оставлю. Затем затушите свечу. С этого момента
вы запустили нужный вам посыл, и у вас начнут появляться деньги. Но вы сразу отдавайте их на погашение вашего долга или кредита. У вас действительно быстро получится рассчитаться с долгом. Если есть еще и сразу, и принимайтесь за него. Но ни в коем случае не берите новые кредиты и долги, потому что чем быстрее вы начнете отдавать деньги, тем больше денежной энергии будет появляться в вашей жизни. Также обращаем ваше внимание, что в этот период открываются определенные денежные потоки. И жизнь очень важно проверяет высшие силы, ангелы-хранители проверяют вас в этот момент. Готовы ли правильно и рационально использовать те деньги, которые поступают в ваш материальный мир. И вот здесь у очень многих людей происходит очень большая ошибка. Многие люди, заполучив определенную сумму денег, заработав их, взяв дополнительную работу или устроившись еще на одну работу и так далее, дополнительные заработанные деньги не спешат гасить свои кредиты и долги. В это время спешат купить себе какое-то дорогое платье, что-то из косметики или вложить еще куда-то деньги. Но закон денег очень четко и рационально действует на вас. Если вы изначально хотели рассчитаться с долгами, значит, будьте добры, рассчитайтесь с долгами. Даже если у вас возникает желание именно сегодня и сейчас купить красную икру, но вы знаете, что у вас есть долги, рассчитайтесь со своими долгами, а себе как подарок купите баночку, например, красной икры. Это как вариант, возможно, кольцо с бриллиантом, все что угодно. Но это вы уже купите тогда, в том случае, когда вы уже полностью рассчитались со своими долгами и кредитами, потому что долги и кредиты – это особый эгрегор, который постоянно тянет с вас энергию. Ему даже в кайф, ему даже в радость, в удовольствие, вы его сами подпитываете. Когда вы каждый раз берете кредит, знаете, как своеобразная МММ. В этой компании взяли деньги в долг, рассчитались, но не можете рассчитать, значит, берете в следующий. И вот это идет как снежный ком. Также в этот период не забывайте заниматься и благотворительностью, потому что это поможет вам увеличить денежные потоки в вашу жизнь. Здесь мы не имеем в виду, что нужно большую часть денег отдавать на благотворительность. Этими деньгами вы можете кому-то помочь, например, оплатить за тот же проезд, кому-то, например, пожилому человеку оплатить, например, продукты питания в магазине. То есть в таком плане. Только смотрите по своему кошельку. И как только ваши дела начнут налаживаться, сядьте и подумайте о том, что вы можете сделать, чтобы попытаться улучшить еще свое финансовое положение, где можете что-то, например, подзаработать или можете что-то продать. Все суммы, которые вы сможете получить, также сразу отдавайте на погашение долга. Двигаясь в этом направлении, вы увидите, что деньги будут появляться даже в неожиданные для вас моменты. Вы будете находить новые идеи заработка или у вас будут появиться новые успешные продажи. Главное, не сворачивайте с заданного пути, и у вас обязательно все получится. Не переживайте, пожалуйста, из-за того, что на данном этапе происходит в вашей жизни. Настройтесь на то, что все это временно и очень быстро в вашей жизни начнется новый этап, который будет наполнен только приятными событиями и моментами. Сосредоточьтесь на своей цели, настройтесь на нужный вам результат, и приложив усилия, вы сможете действительно их добиться. Когда вы все это сделаете, нужно обязательно начать программировать себя на успех. Для этого каждый день, перед тем, как ложиться спать, закрывайте глаза и проговаривайте следующие слова. Все поставленные цели осуществить смогу. От долгов избавлюсь, от денежной энергии себя окружи. Посыл новый запускаю, счастье, удачу, благополучие и деньги в свою жизнь приглашаю. И вот эти слова повторяйте изо дня в день, не пропускайте ни одного дня. После этого ставьте цель на следующий период времени и делайте все, чтобы это осуществить. Помните о том, что все в ваших руках, и вы все можете в этой жизни сделать. Когда даются нам определенные проблемы, препятствия,
Высшие силы знают и уверены, что вы это сможете преодолеть. Не бывает таких задач, которые человек не может исполнить и выполнить. Поэтому, пожалуйста, никогда не опускайте руки, потому что как только вы опустили руки, как правило, за углом вас, оказывается, ждала удача или так называемый счастливый лотерейный билет. Поэтому ни в коем случае никогда не опускайте руки, как бы вам не было тяжело. Идите всегда своей дорогой. Конечно, это приходит с мудростью, конечно, это приходит с годами. Но все-таки у нас благо есть сегодня интернет, есть книги, и мы с вами можем осуществить даже то, что, возможно, наши родители еще не смогли сделать и в 40-45 лет. Поэтому, друзья, желайте, мечтайте, делайте. Обязательно не проживайте в долгах и кредитах. Старайтесь жить по средствам. Да, иногда это очень сложно, особенно когда мы видим, что наша соседка, подруга или родственница может себе позволить какие-то дорогие вещи. Значит, думайте о том, как вы можете это осуществить и сделать. Помните о том, что вы все можете. С вами, как всегда, друзья, был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что именно эта информация будет полезна и важна.